Всем привет! Японские автомобили с пробегом на данный момент стоят дороже, чем новые в автосалоне. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. На авторынке в Японии возникла парадоксальная ситуация. Подержанные автомобили Toyota стоят дороже, чем новые. А все дело в дефиците последних. В конце июля средняя стоимость Toyota Land Cruiser 2022 года с пробегом достигла 7,5 миллионов рублей по текущему курсу. Это более чем в 2 раза превышает рекомендованную производителем розничную цену новой модели популярного внедорожника с бензиновым двигателем. Land Cruiser не единственная модель Toyota, которая на вторичном рынке стоит дороже, чем новая. Так, минивэн Toyota Alphard в гибридной версии 2021 модельного года на японской вторичке стоит в среднем 3 миллиона 580 тысяч рублей, тогда как на абсолютно новый автомобиль в той же комплектации установлена цена в 3 миллиона рублей. Также дороже новых стоит подержанная Toyota Harrier и Corolla Cross. Сейчас на рынке сложилась такая ситуация, когда покупатели готовы платить больше за то, чтобы ездить на слегка подержанном автомобиле уже сегодня, чем ждать несколько лет доставку нового. На сегодняшний день объем невыполненных заказов Toyota в Японии составляет около 1 миллиона автомобилей. Это примерно треть от годового объема производства на внутреннем рынке. К примеру, срок доставки внедорожников Toyota Land Cruiser составляет более 4 лет, а другие популярные внедорожники японской марки придется ждать чуть меньше, около года. Без того сложную ситуацию с производством из-за нехватки чипов усугубил недавний карантин в Шанхае. Росту цен на японском вторичном рынке способствуют покупатели автомобилей из других стран, в том числе из нашей, где также возник дефицит новых автомобилей Toyota из-за санкций. Покупатели, эксплуатирующие автомобили в страны с развивающейся экономикой, готовы платить высокую цену, отмечают китайцы. Ну и обещанная мною шутка юмора. Мужик едет на велосипеде в свою деревню. Жара, дорога в гору, замучился. На мосту решил отдохнуть. Видит, на мосту один с удочкой стоит, на поплавок смотрит. Мужик к нему подходит и спрашивает: «Ну что, рыбку ловим?» Рыбак молчит. Я говорю: «Рыбку ловим?» Опять молчание. «Ну чего глухой?» Спрашиваю: «Рыбку ловим?» Тот все на поплавок смотрит. Мужик плюнул, сел на велик и дальше весь в поту в гору пилит. Отъехал уже километра 3, обернулся и видит. Рыбак ему машет изо всех сил, мол, возвращайся скорей. Ну, развернулся, съехал обратно. Рыбак ему: «Ну что, на велосипеде катаемся?» А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Сколько лет вашему автомобилю? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните, в жизни нужно стремиться обогнать не других, а самого себя.